Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Если вам пожелали плохого, какой-то отправили вам негативный посыл, обязательно сделайте это. Таким образом, вы отобьете любые негативные посылы в свою жизнь. Знаете, к сожалению, многие люди очень мало уделяют внимания значению тех или иных слов, которые они произносят по несколько раз в день и повторяют на протяжении своей жизни. Поэтому важно знать и понимать, а также думать, что вы говорите вслух. Ведь слово можно принести и непоправимый вред. Даже есть такая пословица, которая передавалась нам из поколения в поколение, для того, чтобы обезопасить нас. Слово, которое вылетит из нашего рта, не имеет обратной дороги. Придерживаясь этого, можно от многого себя и обезопасить. Но также с помощью правильных слов можно и помочь себе, подтолкнуть человека в нужном направлении и даже помочь ему пережить сложный жизненный этап. Правильные слова могут помочь избавиться и от различных неприятных жизненных ситуаций и проблем. Слова способны выставлять оберег и отталкивать различный и порой даже очень сильный негатив. С помощью слов мы не высказываем эмоции, как многие считают, а усиливаем всплеск энергии, который ощущаем в данный момент. Поэтому очень важно следить за тем, какие слова находятся в вашем постоянном обиходе, пересмотреть их, убрать те, которые вредят и заполняют теми словами, употребляя которые, возможно, будут делать свою жизнь и окружающих с каждым днем только лучше и лучше. Благодаря ним мы можем менять и корректировать все, что только мы пожелаем. События, которые происходят вокруг нас, напрямую зависят от слов, которые мы произносим. Так получается, потому что каждое из слов, которое мы употребляем, несет свою энергетику. Слова, которые они наделены, просто не существуют. Каждый из нас употребляет свои определенные слова, потому что мы все с вами уникальны и отличаемся друг от друга. Казалось бы, употребляя часто одинаковые слова, но из которых складываются предложения с разным контекстом. Мы формируем свою особую жизненную дорогу. А какой она будет, положительной или отрицательной, зависит только от нас самих. С помощью слов мы способны отправлять сильные энергетические посылы, которые притягивают к нам как удачи, так и неудачи, как счастье, так и несчастье, как любовь, так и разрушают наши отношения, как деньги, так и безденежье. Поэтому перед тем, как что-то сказать изначально, как только вы надумаете что-то менять, нужно будет следить за каждым своим словом. Сначала думать, а уж потом произносить. Да, это очень непростая работа, и, к сожалению, справиться с ней получается не у всех людей. Поэтому люди бывают успешные, и если вы начнете следить за их речью, за речью успешных людей, вы сами увидите, насколько она будет кардинально отличаться. И люди из первой категории обычно говорят намного медленнее, не спеша, так как они обдумывают все, что пытаются сказать, произнести. А вот люди из другой категории часто сначала говорят, а затем уже думают. Часто в порыве злости мы говорим много того, что приносит в нашу жизнь изменения, и не всегда в лучшую сторону. Наполняют ее неприятностями, различными проблемами и даже порою бедами. Избавиться от этого совсем непросто. Поэтому очень важно научиться контролировать злость, когда чувствуете, что вы злитесь. Подносите к лицу правую ладонь, смотрите внимательно на ее центр, затем делайте ней 3 круга вокруг вашего лица, сжимайте крепко кулак, а затем открывайте его и трижды струшивайте рукой. Так вы соберете весь негатив и сможете выбросить его, не позволив принести себе вред. Это очень простое действие, но знают о нем, к сожалению, немногие люди. Очень большое влияние на нас имеет и то, что говорят другие люди по отношению к нам, так как своими словарными посылами они способны повредить наше биополе, и мы из-за этого становимся подвержены сильному негативу, и жизнь поворачивается в плохом направлении для нас.
Если в отношении нас произнесли негативные слова, вам сразу же нужно на них отреагировать. Сделать это вы отобьете от себя негатив, и эти слова не принесут вам никакого вреда. Если знакомый ваш мужчина пожелал вам что-то плохое, сказав какие-то гадости в ваш адрес, скрестите пальцы на правой и левых руках и проговорите трижды следующие слова. Слова твои не принимаю, защиту от них выставляю, свои помыслы обратно забирай и мне с ним вреда не причиняй. Это поможет вам выставить защиту и вернуть слова туда, откуда они к вам пришли. Вот если у вас получился неприятный разговор со знакомой вам женщиной, которая отправила по отношению к вам негативные помыслы или слова прокляны, сразу выставьте вперед правую ногу и скажите следующие слова. Все плохие слова, что по направлению ко мне идут, стороною меня обойдут. Хозяйка, их забирай и больше по сторонам не распространяй. Так вы снова-таки выставите защиту и вернете слова тому, кто их произнес. Если вы чувствуете, что при разговоре с человеком вы начинаете чувствовать недомогание, что ваши энергии после сказанного слова куда-то уходят, это означает, что человек является энергетическим вампиром. Поэтому сразу в левом кармане скрутите дулю и проговорите такие слова. Все, что сказано, на меня не влияет. Сильную защиту обретаю. Все посылы разбиваю и свое биополе защищаю. Проговорив эти слова, вы сразу почувствуете уверенность и силу в себе. А вот ваш собеседник, наоборот, постарается быстрее от вас отойти и даже прекратить свой разговор. Если во время разговора женщина старается громко говорить, проявляет эмоции, это означает, что она способна отбирать ваши энергии, так как ними будут подпитываться. Поэтому сразу сожмите 2 кулака и скажите такие слова. «Тебя не воспринимаю, и все твои слова меня огибают. В дремучие леса улетают, и твои энергии забирают, а мои при мне оставляют. Главное, будьте уверены в своих силах и в том, что вы справитесь». А если вы идете и вам в спину говорят неприятные слова, зажмите на левой руке мизинец большим пальцем и скажите такие слова. Слова услышанные возвращаю, помыслы негативные не принимаю. Человек, сказавший эти слова, на себе ощутит их силу. Если вы знаете, что неприятные или злые слова сказала вам ведьма, такой посыл очень сильный, и действовать здесь нужно очень быстро. Отбить его просто словами не получится. Поэтому первым делом сразу же скрестите руки на груди и проговорите такие слова. Руки скрестила, положительные энергии этим движением приманила. Ко мне придите, щит установите, негатив сильный, отбить помогите. Проговорив эти слова, сразу идите в магазин и купите пачку соли. Отойдите в место, где вам никто не помешает, и сделайте не вокруг себя круг. При этом скажите такие слова. Соль, собери, негатив в себя вбери. Все злые помыслы ведьме возврати, мою энергетику убереги. Что отобрала, пусть вернет, и свой негатив во вред себе же и развернет. Затем выйдите из круга и в каждую жменю наберите соли. Из правой киньте через левое плечо, а из левой киньте через левое плечо. И при этом скажите следующие слова. Этим действием защиту от зла выставляю. Больше негатива не боюсь, он ко мне даже близко не подойдет и вреда точно не принесет. Впредь эта женщина после проделанного будет обходить вас стороной, так как ей возле вас будет становиться некомфортно, она будет плохо себя чувствовать. А если у вас в коллективе возник спор, чтобы не принять этот негатив, нужно проговорить такие слова. Все, что мне сказали или пожелали, обратно отдаю и ничего из этого для себя не беру. Сделав это, вы отобьете любой негатив.
А если начальник начал вас ругать, и вы, соответственно, не можете ему ответить, мысленно выставите перед собой зеркало и при этом скажите такие слова. Все, что в мой адрес вылетает, зеркало вбирает и обратно недоброжелателю его негатив и возвращает. Это поможет вам не привлекать плохие энергии, и сказанные слова даже не испортят вам настроение. Если вы знаете, что вам предстоит неприятный разговор или вам придется долго находиться в одном месте с неприятными, недоброжелательными или завистливыми людьми, купите зеркальце, подержите его над белой свечой со всех сторон и при этом скажите следующие слова. Зеркальный оберег создаю, с его помощью из любой ситуации выйти смогу. Биополе в целостности сохраню, а посылы приумножу и верну. Перед тем, как заходить к таким людям или перед встречей, сделайте ним вокруг себя 7 кругов. Затем положите его либо за пояс, либо в карман, либо в сумку, но держите обязательно с левой стороны. Это сильный оберег, и он поможет даже вам в трудных ситуациях. Вам не о чем будет переживать. Но после встречи обязательно протрите его соляным раствором, чтобы убрать негатив, с которым оно столкнулось. Если во время конфликта что-то нехорошее вам сказал близкий человек, сразу скажите такие слова. Все, что сказано, не со зла, осыпается и в положительной энергии для нас перевоплощается. Сделав это, вы не только не примете и не вернете негатив близкому человеку, но и перевоплотите его в хорошие энергии, что очень быстро уладит между вами конфликт. Если вы сказали что-то плохое и тут же пожелали об этом, нужно сразу нейтрализовать свой посыл, который не только тому, кому вы его отправили, принесет вред, но и вам. Для этого тут же 3 раза повернитесь против часовой стрелки и трижды проговорите после каждого круга такие слова. Все, что сказала, не со зла, слова свои обратно забираю. На поля, на горы их отсылаю, где никому вред не принесут, так как люди в тех местах никогда не пройдут. Это поможет вам нейтрализовать то, что вы произнесли. Но чтобы окончательно все уладить и негатива не осталось, даже если вы считаете, что вы правы, все равно извинитесь. Это не только уберет весь излишний негатив, но и сохранит, конечно же, ваши отношения. Возьмите во внимание себе очень простое правило в жизни, что перед тем, как вы надумаете или захотите что-то произнести вслух, закройте глаза, остановитесь и подумайте, стоит ли вам это делать. Проведите параллель и посмотрите, куда это в результате вас может привести. Если вы будете согласны и вас будет устраивать результат, конечно же, тогда делайте, как посчитаете нужным. А если вас что-то напугает в этот момент, значит просто промолчите и уйдите. Это сбережет возле вас ваши энергии и не испортит вам жизнь. Не вступайте в споры с глупыми людьми. Кроме как сеять негатив, они, к сожалению, ни на что не способны. Кроме того, они еще и будут пытаться питаться вашей энергией. Тем самым у вас будут проблемы возникать со здоровьем, будет плохое настроение, надо ли вам или нет. Скорее всего, нет. Поэтому наполняйте вашу речь новыми и новыми словами, и вы увидите, как в вашей жизни все будет складываться успешно и хорошо, потому что вы волшебник, вы строитель своей жизни, вы умеете закладывать фундамент. Просто есть какие-то моменты, которые вам нужно напомнить, чтобы вы знали. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите 2 прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимаете, смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной информации.